Привет, подписчики и гости канала Travel NRF. В этом видеоролике хочу вам показать Теренкур под названием Маркхот. Теренкур расположен рядом с парком развлечения Олимп. Это там, где канатная дорога и буквы Геленджик, ну и крест, конечно же. Но все это мы увидим на Теренкуре. С левой стороны от входа в Теренкур, как я сказал, расположена канатная дорога. И вот сейчас мы видим, что она не работает, но может попозже запустят. Погода сегодня позволяет, в принципе. Также к этому Теренкуру можно подъехать вот на эту бесплатную парковку по трассе М4 Дон. Это в том случае, если вы едете со стороны села Дивноморского. Я же ехал со стороны села Кабардинка, поэтому припарковался в том месте, которое я вам показал ранее. Раньше мы на этот маршрут забирались вот по этой тропе. У меня на канале выходило несколько роликов. Если вам интересно, у меня есть плейлист на канале, называется Геленджик. Можете глянуть, как я туда ходил и подробно рассказывал про этот маршрут. Вот посмотрите, парковку сделали достаточно большую. Молодцы, вообще похвально. В принципе, в сезон места здесь хватит всем желающим. Но все-таки лучше приезжать сюда с утра пораньше, чтобы насладиться этим Теренкуром. Уже посмотрите, с парковки высота 118 метров над уровнем моря. Вот мы еще никуда не поднялись. Уже какие красивые виды открываются на город. Вот посмотрите. Ну вот я подхожу к входу. На нем, как видите, указано Теренкур Маркхот. Маркхот слово, кстати, адыгское. Так, называется Маркхотский хребет. 148 видов птиц, 240 видов животных. Это, видимо, имеется в виду Маркхотский заповедник целиком. Это достаточно большая площадь. Так, ну вот я здесь нахожусь. И вот так мы дойдем. Интересно, куда мы в итоге придем? Мы придем практически к старым буквам Геленджик, вот сюда. Ну ладно, в путь. Кстати, здесь указано, что маршрут протяженность всего 4 километра. Ну, не так много. Так, на входе сделали туалеты. Мне вот интересно, работают они или нет. Обычно все туалеты для галочки в Геленджике открывают, и так и есть, в туалет сходить. Зато на входе вот сделали такую зону прекрасную, несколько скамеечек. Ну, по сути, это смотровая площадка. Давайте подойдем к краю, посмотрим, что отсюда видно. Так, ну отсюда видно вам прекрасно улицу Кирова. Что еще? Винодельня Шато де Талю, микрорайон Парус. Красивый вид. Есть здесь зона для мусора, поэтому не мусорьте. Весь мусор с собой собирайте, приносите сюда. Ну и вот здесь указатель старт. Пойдемте. 4 километра в одну, 4 километра в другую. То есть получается, сегодня пройду 8 километров. Ну так-то нехило, я бы сказал. Если хотя бы в день столько проходить, то, думаю, со здоровьем проблем не будет. Ни с дыхательной системой, ни с сердечно-сосудистой. Но, к сожалению, каждый день ходить таким маршрутом просто времени нет. Ну что, мы уже видим на входе, это у нас столбы. Тут, значит, можно и вечером погулять. Все будет подсвечено. Но ради опыта, возможно, приеду сюда еще вечерком. Или ближе, наверное, к закату. Тоже, думаю, будет достаточно интересно прогуляться. Виды будут уже совершенно другие открываться. Ну и что у нас получается? Сейчас в парке Олимп есть возможность подняться по канатной дороге или по оборудованному маршруту по этому Теренкуру. Раньше, конечно, как я уже сказал, тоже была возможность забираться, но маршрут был выше средней сложности. Надо было постоянно взбираться вверх, поэтому, конечно, мышцы ног сильно забивались. Ну, дыхалка в том числе. Ну что ж, время потихонечку подходит к середине марта. В Геленджике устоялась теплая весна. Градусов 13-15 ежедневно. Дождей уже нет недели, хотя вот со вчерашнего дня дожди обещают. Вчера прогноз не сбылся. Сегодня тоже дождь обещали. Облачка небольшие сгущаются, но пока вроде дождя не ждем. Я вот рискнул все-таки сюда приехать, несмотря на дождливый прогноз. Надеюсь, успею сходить наверх и спуститься, и не попасть хотя бы под сильный дождь. Ну, фонари достаточно часто установлены. Сколько метров, наверное? Около 100 друг от друга. Может, даже чуть поменьше. Уютненько здесь. Здесь я еще ни разу не ходил. Тропа, видимо, была мне просто неизвестна. И я думаю, она была. Просто ее дооборудовали. Установили фонари, установили смотровые площадки. Скамейки должны быть, урны, зоны отдыха. Но мы все это сейчас в скором уже времени увидим. Все-таки 4 километра. Это, в принципе, не так и много.
Ну, вот встретил здесь уже вторых людей. Они уже идут на спуск. То есть люди, наверное, сюда к 8 приехали. А он даже кто-то на велосипеде едет. Но, на самом деле прикольно, наверное, здесь на велосипеде прокатиться. Как-нибудь попробовать. Хотя у меня не горный велосипед. Когда приедете в Геленджик и заходите здесь прогуляться, обязательно с собой возьмите воды хотя бы 1 литр. Возьмите перекус. Потому что у вас будет возможность на самой верхней точке с буквами Геленджик перекусить с красивыми видами на бухту. Я вот, например, с собой взял дефицитный продукт – яйца. У нас они до сих пор, кстати, не подешевели. Расскажите, сколько стоят у вас яйца? Подешевели или нет? У нас как стоили 140 рублей. Ну, так и стоят в эту цену. Я успел пройти уже практически 1 километр. Чуть меньше. Что могу сказать? Подъем достаточно плавный. Идти несложно. Посмотрим, что будет дальше. Вообще, конечно, если сбираться напрямую, как раньше ходили по тропинкам, будет маршрут гораздо короче. Возможно, он даже сократится в 2 раза. Но тут надо выбирать. Если у вас хорошая подготовка и вы хотите быстро забраться, то можно, конечно, прямо напрямик на эти буквы выйти, о чем я, в принципе, в роликах и рассказывал, и показывал. Ну, или вы хотите неспешно прогуляться, получить небольшую кардионагрузку, тогда эта тропинка прямо для вас. Вообще на Марковском хребте много вот таких ответвлений, тропиночек. В принципе, можно уйти в любой момент с маршрута и подниматься круто вверх, и вы в любом случае выйдете к буквам Геленджик. Ну что ж, маршрут такой однообразный достаточно. Здесь, наверное, приятнее прогуляться не одному скучновато. Со своей второй половинкой или с другом пройтись. Было бы, конечно, здорово идти, общаться, дыхалка не сбивается при таком подъеме. А дружба и отношения скрепляются на таких вот теренкурах. Сейчас, конечно, ранняя весна, где-то через месяц листва начнет появляться. Здесь будет очень живописно. И вот в мае бы обязательно повторить эту прогулку здесь. Не знаю, если получится, обязательно сюда еще в мае приеду, когда здесь все будет зелено. Летом, конечно, здесь жарковато все-таки, тяжеловато. Он с раннего утра и то будет. Все равно будет жарко. А здесь уже освещение почаще встречается. И все освещение, кстати, обратил внимание на солнечных батарейках. Что, конечно, очень мудро. Не надо сюда вести никакие кабеля. Единственное, конечно, сколько держит заряд эта солнечная батарейка. Потому что зимой вряд ли она зарядится. Есть тут свои минусы. Так, прошел 1,5 километра, нахожусь на высоте 194 метра над уровнем моря. И вот первая зона отдыха. Пожалуй, наверное, остановлюсь здесь и попью водички. Еще глоточка я не сделал. Уютно достаточно. Мне нравится. В принципе, даже как-то все вроде качественно сделали. Не должно быстро сломаться. Ну что, немного отдохнули. Идем дальше покорять высоты Марковского хребта. А вообще я читал, что самая максимальная точка, самая высокая точка на Марковском хребте всего-то ничего, 700 метров. Конечно же, с горами Северного Кавказа не сравнится. И вы в этом можете убедиться, посмотреть, например, мой ролик о горной Дегории. Ссылочку оставлю в описании, и она также появится в верхнем правом углу. Посмотрите, достаточно объективно, мне кажется, снял об этом регионе горном. Ну, я уже упомянул, что подъем достаточно плавный. И, в принципе, прошел уже около 2 километров. Ничего не изменилось. Такой же плавный. Хотя становится очень жарко. И куртку я уже снял. Остался в одном спортивном костюме. Так что, когда сюда пойдете, учтите обязательно, что одеться нужно правильно. Как говорят, по принципу капусты. Чтобы в любой момент можно было снять лишнюю одежду, если вдруг вам станет жарко. Ну вот практически полпути пройдено. Вторая зона отдыха уже побольше, поинтересней. Высота, кстати, уже больше 200 метров. И прошел я, где-то, наверное, ровно половина, может, немножечко до половины пути я не дошел. Шикарно, пока никого. Все скамеечки мои. Так, тут какая-то табличка. Смотрим. Рассказывают про цветок тимьян, который здесь, когда он цветет. Ну, пока я таких цветов не видел. А может, рано еще. Здесь все огорожено, чтобы дети не попадали. Вот так. Вот такие лысые пока склоны. Ну, в плане лысые. Листьев нет. А тут такой достаточно длинный протяженный подъем очень. Здесь много фонарей, много освещения. В принципе, вечером его будет тут достаточно.
Прошел, наверное, метров 300, высота 240 метров над уровнем моря. И вот очень щедро со стороны тех, кто создавал этот маршрут, поставить здесь еще одни скамейки, кто чуть ниже не наотдыхался. Можно вот здесь еще посидеть. Я, пожалуй, посижу, что-то запыхался. Это, кстати, еще одна тропинка, которую когда-то, видимо, водяной поток пробил. Тоже можно подняться, но это будет глупо. Ну, а для горных козлов, в принципе, нормальная козья тропа. Вот, кстати, напротив этой зоны отдыха тропиночка такая уютненькая идет. Возможно, по ней я в прошлых видеороликах и подымался. Такая она, кстати, основательная, в принципе. Ну, а я прошел уже больше половины, и какой могу сделать вывод? Повторюсь, маршрут комфортный, построенный по принципу серпантинной дороги. За счет этого подъем не такой крутой. Идти могут люди любой физической подготовки. Я думаю, даже любого возраста. Ну, только в том случае, если у вас нет серьезных заболеваний или инвалидности, пройти здесь будет легко и не составит каких-то сильных затруднений. Смотрите, это просто невероятная щедрость. Еще одни скамеечки, все площадки такой разной конфигурации. Сделано очень достаточно современно. Высота, кстати, здесь уже 258 метров над уровнем моря. Ну, и я уже сказал, что от той предыдущей площадки прошел 300 метров. Ну и тут, по сути, первая обзорная площадка. Вот так все отсюда выглядит. Видим центральный причал, ресторан Горыныч. Видно отсюда маяк. Ну и весь толстый мыс, конечно же. Так, ну ладно, здесь я отдыхать не буду. На предыдущей скамейке насиделся, воды попил. Идем дальше. Кстати, обратите внимание, подъем стал немножечко круче. То есть, получается, чем выше, тем он будет круче, что ли? Ладно, скоро узнаем. Так, ну что ж, 100 метров и снова скамеечка одинокая. Для тех, кто недоотдыхал. Но здесь такой, смотрите, прямо крутой поворот налево. Так, что там, длинный подъем? Да, длинный подъем. Поэтому перед подъемом сидим, отдыхаем. Также рядом с этой скамейкой разместили плакат с информацией. Давайте посмотрим. Можно здесь встретить аносма многолистная, афродилина крымская, острогал колючковый, черепаха среднеземноморская никольская. Вот, кстати, ее часто по весне здесь можно увидеть. Видимо, брачный период начинается, и частенько они выползают на тропинку. Полос каспийский, змея не ядовитая, она очень опасная, очень агрессивная. Может напасть, если почувствует опасность. Поэтому, если завидев эту змею, кстати, он еще называется не только каспийский, а желтобрюхий, то лучше, конечно, дорогу ему не переходить. Дыбка степная, что-то наподобие кузнечика, что ли. Тамарес, калимах. Красивая бабочка, не видел таких. Так, ну что ж, ладно. Немножко отдохнули, получили полезную информацию. Поднимаемся дальше. Осталось 1/4 пути. В принципе, достаточно бодро иду, и время летит быстро. Жаль, что один не хватает мне. Моей второй половинки сегодня. Но, может быть, как-нибудь в следующий раз. Пожалуй, я даже уже не буду обращать внимание на скамейки. Их здесь очень много. Опять же, повторюсь, огромное спасибо тем, кто все здесь спланировал, тем, кто все здесь сделал. Действительно, без скамеек никто не останется. Всегда найдется место для отдыха и перерыва. Ну что ж, высота 310 метров над уровнем моря всего. Прошел 3 километра. И вот такая, по сути, первая полноценная обзорная площадка. С нее мы, по крайней мере, можем видеть всю бухту. Так, внизу он парк Олимп, откуда я начинал. Вот она, вся бухточка. Красивая, овальная, как ракушка жемчужиной. Тонкий мыс хорошо видно. Это хребет Топхат. Так, уже крест не кажется таким высоким. Так, буквы Геленджик не кажутся такими высокими. Ну вот, ладно. Пью водичку, и я так понимаю, это все, это финишная прямая. Осталось совсем немножечко, и конец будет маршрута. Это, кстати, часть уже той, в кавычках, дикой тропы, по которой все любители подъемов на Марковский хребет раньше пользовались до появления этого теренкура. Вообще хочу сказать, этот год очень плодотворный для Геленджика. Напомню, что в этом году открылся замечательный парк в Кабардинке. Открылся парк молодежный на Тонком мысе. Я уже делал о нем обзорчик. Ссылочка сейчас появится. Можете тоже глянуть. Это, пожалуй, самый большой парк будет в Геленджике. И вот подоспел этот теренкур. В общем, очень богатый год для Геленджика, для его развития. Это здорово, что он открывает такие места. Как я сказал, тут уже осталось немножко до
верхней станции парка Олимп. Обратите внимание, видно, нет. Колесо обозрения разобрано частично. Все кабинки поснимали. Это делают зимой, чтобы их не снесло местным ветром Нордост. Но если верить официальным данным, то там высота уже 600 метров над уровнем моря. Ну, тоже не очень высоко, но тем не менее виды открываются красивые, все видно, всю бухту, весь город. Поэтому если, в принципе, по канатке вы не поднимались, тоже вам рекомендую 20 минут приятного подъема, потом спуска. Ну, вам обеспечено. Цена сейчас появится. Не знаю, слышно или нет. Сигнал тревоги в городе сработал. Сирены гудят. Видимо, репетируют в рамках гражданской обороны. Кстати, насколько мне видно, креселки включили, подъемники заработали. Так, еще одна зона отдыха. Вот буквально поднялся, видимо, немножко поднялся. Видимо, они их делают на, я так понимаю, каждом повороте. Обязательно скамеечки. Поднялся, отдохнул и дальше поднимаешься. Я думаю, у нас еще максимум 2-3 поворота таких осталось. И будет окончание. Конечно, обзорная площадка. В общем, чуть-чуть осталось. Пока дождь не начался, но тучи сгущаются. А с моря несет со стороны села Дивноморского такой фронт. И все-таки, наверное, дождь сегодня будет. А мне главное успеть потом спуститься. Но если немножко промокну, и ничего страшного. Главное, что успел подняться, а спуститься как-нибудь спустимся. Тут срезать можно. А я срезал здесь когда-то. Года 3 назад, когда приезжал в Геленджик, поднимался. Вот здесь можно. Чтобы просто-напросто не подниматься. Вот так. Можно напрямик. Чик-чик. Поскакал. Как горный козырь. Это здесь. Ну, как я и сказал, после каждого поворота обязательно зона отдыха установлена. Такое здесь правило. Я думаю, это, наверное, последняя зона отдыха. Перед финишем. Ладно. Гадать не будем, сейчас узнаем. Но вот я все-таки ошибся. Еще одна зона отдыха. Еще один поворот. Кстати, я только сейчас заметил, что нету камер видеонаблюдения. Странно. Так-то, конечно, надо установить. Мало ли что. Может быть, еще сделают. Также, опять же, следить за имуществом, чтобы не ломали. Чтобы не вандальничали. С камер-то сейчас никак. А тут, по всей видимости, уже квинтэссенция всех зон отдыха. А это финиш. Финиш. И вот здесь такая вот зона отдыха с обзорной площадкой. Прямо качели сделаны. Здорово. Большая зона отдыха. Поднялся, заслужил посидеть, отдохнуть, на качельке покачаться. Так, финиш 423 метра над уровнем моря. Кстати говоря, от лестницы до этого места я прошел 4,5 километра. Ну, в принципе, для желающих можно подняться на сам хребет. Вот здесь уже, наверное, самая-самая прямо финишная зона отдыха. Там вот уже буковки, старые буквы Геленджик. Кстати, кто не в курсе, до 96 года была надпись «Ленин с нами». Эти буквы раньше красили каждый май, каждую весну. Поэтому их было видно. Сейчас уже 3 года не красят. И они постепенно исчезают. Когда здесь появится трава зеленая, листья ее совершенно будет не видно. Я туда, конечно, раньше подымался. Делал об этом тоже обзоры. Напомню, плейлист Геленджик. Там все есть. Подымался туда. Потом проходил через парк Олимп. Мимо вот этих новых букв Геленджик. К кресту. И дальше спускался вот по этому склону. Он очень крутой. Но спускаться экстремально. Практически на задницу скатываешь. Ну а подниматься еще, наверное, сложнее. Поэтому это так для любителей. Как я сказал, канатка работает. Подняться можно. Ладно. Отдых. И идем назад. Сейчас покушаем золотые яички и бегом вниз, чтобы успеть до наступления дождя. Есть пока шанс его избежать. Ну что ж, вот и все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы подписаны. Не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я их выпускаю каждую неделю. Они интересные, разнообразные, на разные темы. Так что подписывайтесь. Желаю вам всем хорошего дня. Удачи, конечно. И пока. До новых встреч на моем канале.